Всем привет! Меня зовут Ангелина, и в этом видео я хочу поделиться с вами 22 вещами, которые я поняла к 22 годам. Приятного просмотра! Если вам нравятся похожие видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Поехали! Первая лучшая инвестиция как времени, так и денег – это инвестиция в знания или в образование. При этом это не обязательно должна быть учеба в университете или в каком-то учреждении. Это могут быть мастер-классы, онлайн-курсы и так далее. Я, например, до сих пор считаю, что одним из моих лучших вложений был курс рисования и курс французского, который я проходила онлайн этим летом. Второе. У каждой ситуации есть две стороны. Та, на которую ты можешь повлиять, и та, которая находится вне зоны твоего контроля. Всегда важно стараться делать то, что в твоих силах, но в то же время не стоит отчаиваться или расстраиваться, когда ситуация находится вне зоны вашего контроля. Возьмем, например, тот же самый коронавирус. Сейчас многие паникуют по этому поводу, они волнуются и беспокоятся. Я согласна, что на это есть объективные причины для многих людей, но в то же время мы ничего не можем с этим сделать, поэтому нужно просто смириться, принять эту ситуацию и направить свою энергию в нужное русло. Третье. Твое от тебя никуда не убежит. Это относится как к людям, так и к вещам, планам, идеям. А если кто-то ушел из твоей жизни или тебе что-то не досталось, значит, это было не твое. Четвертое. Чтобы понять, получится ли что-то, надо пробовать. И не стоит съедать себя негативными мыслями: у меня не получится, это не для меня, я не смогу. Надо просто делать и ждать результата. Если получилось, то отлично. Если не получилось, нужно делать выводы, двигаться дальше, возможно, поменять подход к чему-то. Пятое. Основа крепких взаимоотношений – это дружба и взаимное уважение. Я считаю, что это основа любых близких отношений, и я говорю здесь не только про друзей, но и взаимоотношения в семье и между супругами. Шестое. Чем раньше вы начнете заниматься спортом, тем лучше. Это хорошо не только для вашего здоровья, но и для поддержания бодрости духа и для положительных эмоций. Самое главное – это найти то, что вам по душе. Для меня это оказалось плавание и занятие фитнесом. Я даже как-то снимала видео на тему спорта. Если вам интересно, то вверху в рекомендациях я оставлю ссылку на него. Седьмое. Нужно учиться говорить «нет», особенно когда кто-то нарушает твои личные границы или злоупотребляет твоей добротой, готовностью прийти на помощь и открытостью. Честно, у меня с этим до сих пор проблемы, и для меня это порой нелегко, но постепенно ситуация меняется в лучшую сторону. Восьмое. В современном мире очень важно уметь разбираться в финансах, хотя бы на самом базовом уровне уметь планировать свой бюджет так, чтобы не быть в минусе. Я для этого теперь использую приложение, которое называется Moneyfy на телефоне. Оно очень удобное, потому что раньше вела весь учет расходов и доходов в блокноте от руки, и это гораздо удобнее делать в мобильном приложении. Девятое. Невозможно угодить всем. Какое бы решение вы ни приняли, всегда найдется кто-то, кому оно будет не по душе. Поэтому мой совет – расслабьтесь и живите своей жизнью. Десятое. Планирование – это залог успеха, а еще оно помогает избежать стресса и неопределенности. Не могу сказать, что я планирую каждый свой день, но у меня на каждый день есть 2-3 главные задачи, цели, на которых я концентрируюсь и которые я стараюсь завершить к концу дня. Но если я знаю, что у меня будет занятая неделя или занятые дни, то я расписываю их в своем ежедневнике. 11. Найдите то, что помогает вам восстанавливать свои внутренние силы и ресурсы, и возвращайтесь к этому время от времени. Для кого-то это может быть спокойное хобби, например, рисование, чтение, вышивка, хендмейд и так далее. Кто-то предпочитает принять горячую ванну или душ, сходить на прогулку, пообщаться с близкими. Для каждого разный способ, но самое главное, чтобы вы знали вот этот свой островок спокойствия и восстановления и периодически восполняли там свои силы. Мне лично восстанавливать ресурсы помогают чтение, рисование, занятия спортом и прогулки или время на свежем воздухе. 12. Прислушиваться к другим важно, но решение все же стоит принимать самому.
Особенно важно прислушиваться к действительно близким вам людям, даже если на тот момент вам кажется, что они говорят полный бред. Но в то же время решение стоит принимать самому, чтобы потом не винить всю жизнь или какое-то время кого-то из своих друзей, родственников, родителей, которые вам плохо что-то посоветовали. 13. Мой девиз в последнее время: все приходит к тому, кто умеет ждать, верить и трудиться ради своей цели. 14. Нужно жить сегодняшним днем, не зацикливаясь на прошлом или будущем. Если мы часто думаем о будущем, то это становится причиной тревоги и беспокойства. А если мы зациклены на прошлом, то оно не позволяет нам двигаться дальше и развиваться. Мне кажется, эту мысль очень хорошо суммирует одна из моих любимых цитат Омара Хайяма: «Живи сегодня, а вчера и завтра не так нужны в земном календаре». 15. Я поняла, что нельзя и не нужно вообще стремиться быть идеальной во всем. Конечно, стремление к лучшему — это прекрасно, оно нас очень мотивирует, но в то же время следует давать себе время отдыхать, и иногда стоит снижать планку, чтобы не выгореть, потому что так можно быстро прийти к выгоранию. 16. Ты не должен никому ничего доказывать. Это напрасная трата времени, вашей энергии и сил. И вообще, ты никому ничего не должен. 17. В детстве и юности мы часто не понимаем своих родителей. Они нам на это отвечают: вот подрастешь и поймешь. И действительно, чем больше ты растешь, тем больше начинаешь понимать своих родителей. Это я к тому, что не стоит их судить слишком строго или держать на них обиду. Жизнь не так короткая. 18. Все, что происходит в нашей жизни, не случайно. Просто, возможно, в тот момент мы не понимаем, для чего происходит это событие, а понимаем это только намного позже. Я много раз убеждалась на своем примере, что этот принцип работает. 19. Мы всегда в глубине души знаем, что нам нужно и чего мы хотим. Это можно назвать чутьем, интуицией, призванием, как угодно. Именно это что-то подсказало мне, что в университет нужно идти именно на переводчика и учить языки. И я об этом ни разу не пожалела. Хотя моя семья хотела, чтобы я пошла на экономиста или фармацевта, а учителя в школе вообще говорили, что языки — это не профессия. 20. Важно красиво говорить, но что еще важнее — это уметь слушать. Знаете, как иногда бывает, что вы разговариваете с кем-то, и у вас в голове крутятся ваши мысли, или вы заранее продумываете свой ответ? От этой привычки лучше избавляться, потому что достижение понимания, оно невозможно, когда кто-то слушает в полуха. А мы, когда говорим с кем-то, мы ищем в первую очередь понимания и поддержки. 21. Выходить время от времени из зоны комфорта — это очень круто, потому что так мы растем и развиваемся. Для меня таким выходом, первым выходом, серьезным, из зоны комфорта стала моя первая самостоятельная заграничная поездка в Германию на волонтерский лагерь. Дорога не прошла гладко, были приключения, но я с этим справилась, и меня этот опыт закалил и сделал ответственнее, и прибавил уверенности в себе. И последнее, 22. Очень простая истина: любите себя и заботьтесь о себе, потому что любовь ко всему остальному в этом мире, к людям, к каким-то вещам, к любимому делу и так далее, она начинается с любви к себе. На этом у меня все. Огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца это видео. Оно получилось очень честным и откровенным, и надеюсь, оно вам понравилось. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Скоро у меня будет еще много интересных видео, каких пока не скажу. Но следите за обновлениями, и вы все узнаете. Так что пока-пока и до скорого!